Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с последними новостями, что пишет армянская пресса. Газета «Грапарак» пишет, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Армению провластные СМИ в последние дни организовали террор в буквальном смысле этого слова. Публикуют мнение представителей власти, околовластных кругов о том, что ДКБ не выполнил своих обязательств перед Арменией и 13 сентября не оказала военной помощи. Параллельно с этим клиенты власти под вывеской прозападных сил выступают с заявлением о антипутинских митингах. Сейчас в Армении, да, антипутинские митинги, там видите на фотографии. В надежде выудить положительное решение относительно Армении на предстоящем сегодня заседании Совета коллективной безопасности в Ереване. Напомним, сегодня на заседании ДКБ должна обсуждаться судьба полученного уже более 2 месяцев заявления Еревану по вопросу оказания совместной помощи Армении. Между тем, судя по заявлениям российских высокопоставленных лиц, армянские надежды не оправдаются. Конфликт между Азербайджаном и Арменией не относится к компетенции Организации договора коллективной безопасности. Каждая из стран ДКБ определяет свое отношение к проблеме самостоятельно, заявил вице-спикер Российской Федерации Константин Косачев. Так, вот ему задали вопрос, он ответил, что может ли ДКБ России оказать Армении более энергичную поддержку в конфликте с Азербайджаном, прежде всего военную. Однако российский чиновник не посчитал нужным обратиться к тому, что говорит устав ОДКБ по части подобных случаев. В общем, сейчас тут Караченко сделал такое заявление, что Армении не стоит рассчитывать на поддержку ОДКБ. Вот, Игорь Караченко, он сделал такое заявление. Армении не стоит рассчитывать на поддержку членов ОДКБ в своих авантюрах и провокациях против Азербайджана. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко в преддверии саммита ДКБ в Ереване. Страны АДКБ не будут таскать каштаны из огня для Еревана. Армения не может рассчитывать на поддержку АДКБ в своих авантюристических и военных провокациях против Азербайджана. Ранее такие попытки были неоднократно. Однако помним, что благодаря четкой позиции практически всех без исключения членов организации, такие действия Еревана были отвергнуты, сказал эксперт. По словам Караченко, на последнем неочередном заседании там выступил Лукашенко, и он жестко поставил премьер-министра Армении на место Пашиняна, заявив, что любые проблемы между Ереваном и Баку должны решаться за столом переговоров при посредничестве России. Азербайджан рассматривается странами ДКБ как дружественное и союзное государство, а его президент Ильхам Алиев авторитетный и уважаемый лидер, заметил он. Поэтому организация готова содействовать обсуждению вопросов и поисков решений, нежели идти на противоречия, противостояние, то есть на стороне Армении. Но армяне, да, сейчас покажу на карте, пытались сюда привлечь силы ДКБ, чтобы, как сказать, они начали воевать с Азербайджаном. Помню тот момент, с 13-15 сентября он сразу стал звонить Путину, ДКБ, Лукашенко, мол, срочно присылайте свои войска, нас напали, и вы должны свои войска здесь разместить и воевать с азербайджанской армией. Но ему сказали, нет, Пашинян, это не пройдет. Так. Политолог сказал, что, думаю, на саммите, который пройдет в Ереване, армянское руководство прежнему пытается каким-то образом исказить ситуацию и обвинить Азербайджан. Однако ясно, что именно Армения является агрессором и втаскивает в регион Южного Кавказа Евросоюз, Францию, США, рассчитывая сменить формат наблюдательных миссий на полноценный военный контингент НАТО. Ну да, Пашинян не против, чтобы НАТО там было. Если Пашинян попытается с площадки ДКБ атаковать Азербайджан, он вновь будет жестоко поставлен на место. В общем, вот такая ситуация. Вот Игорь Караченко сказал, что Армении не стоит рассчитывать. Но если ему АДКБ не поможет, Пашиняну, то, мне кажется, он и выйдет с АДКБ. Потому что армяне все в Ереване настроены против.
и Путина, и против Лукашенко, и против АДКБ. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.